Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі, а я з України. 39-й день войны, Украина сражается. Сегодня о войне на обоих наших фронтах. Вчера вы видели Гостомель. Это ужасно очень. Именно в Гостомеле эти два фронта, о которых мы все время говорим, сошлись. И они, как два куска антиматерии, соединились вместе. И вопреки всем законам физики, два куска антиматерии дали огромный взрыв. Русский мир после себя оставил выжженную землю. Мародерство. Не только здесь и везде повсеместно. Это просто какой-то ужас. Мародерство в Гостомеле – это не оставить после себя вообще ничего. Все ящики вскрыты, разграблены по максимуму. В общем, мародеры еще те. Все разграбили. Легко узнаваемая комната. Да, вот значочек. Вот столы. А куда компьютеры все делись? Мне это интересует. Здесь была парашютно-спасательная служба. Вот. Тут у нас парашюты были, шлемофоны испытательные. Ну, остался один русский мир. Как рашисты были колхозниками с менталитетом инфузории и туфельки, так и остались. Никуда не продвинулись, никуда не развились. Все сожгли, все кабинеты сожгли. В комнате отдыха устроили столовую и лежбище. Сюда перетащили. И здесь тоже спали. Туалет. То есть устроили тут. Так вот, спали они в туалете, наверное, потому что там кафель и красиво, и не пахнет совершенно. Зато, извиняюсь за слово, срать ходили в наши кабинеты, и там сейчас вонища страшная стоит. Вывезли все до последнего винтика. Ни одной бумажечки документации не осталось, ни одного целого компьютера. Все повырывали, все поуничтожали. Придется все восстанавливать. И думаю, это мы сможем сделать. Вывозили не только документацию. Нет такое ощущение по количеству машин, которое осталось на территории, сожженных. Ну, как минимум машин 30, может больше, уехало в неизвестном направлении. То есть уже в этих машинах разъезжают россияне, белорусы. Ну, в конечном итоге, конечно, это все мелочи. Главное, мы живы, и мы в состоянии построить наше новое будущее. Враг позорно, с огромными потерями бежал от Киева, и уже вся Киевская область свободна. Укусить нашу украинскую поляницю им не удалось. Но уходя, нагадили, конечно, изрядно. От бессилия, от зависти того, что Украина живет значительно лучше, чем рашисты у себя дома. Уничтожили всю авиационную технику, которая находилась в Гостомеле. И самое главное, что очень много техники было уже уничтожено на земле. Ну, хотя бы посмотрите на Ан-75
72П. Вот из железного ряда у нас Ан-72П. Может, потому что зеленый, например. Но не пришли, его и спалили. Хотя он тоже был в железном ряду и восстановлению, ну, на 90% не подлежал. Хотя я когда-то на нем летал. Явно видно, что это не ракета, потому что вокруг все целое, а 72П превратился в пепел. Работали по принципу «да не достанься ты никому». И это все результат только одного действия. Действие заключается в приказе рашистского бункерного деда, которого все боятся. Именно боятся. Не любят, а боятся. С другой стороны, это результат бездействия наших руководителей государственного предприятия Антонов, Бычкова Сергея Андреевича, Харченко Михаила Григорьевича и их окружения. За это их бездействие им, конечно, выдадут по медали. Это они очень любят получать. Но медаль будет большая, тяжелая, деревянная, на которой будет написано «Позор». И эту медаль им носить каждый день до конца жизни. В описании к этому видео вы найдете ссылки на сайт Миротворец, в который попали, ну, уже довольно много попало, и буквально каждый день попадают еще представители нашего государственного предприятия. Ознакомьтесь и посмотрите. Еще важное событие произошло. Наконец-то был издан приказ, которым отстранен от должности Бычков Сергей Андреевич и, соответственно, все окружение, причастное к тем процессам, которые сейчас происходят. Назначен новым руководителем государственного предприятия Антонов Гаврилов Евгений Павлович. Ему теперь и предстоит расчистить эти авгиевые конюшни. И завтра, в понедельник, я иду на встречу с Евгением Павловичем. Обязательно поговорю о всех проблемах, которые у нас есть. Я думаю, что он отлично и сам знает о них все. И обязательно, после того, как беседа состоится, завтра выйду со своим видео и расскажу о всех впечатлениях, которые у меня сложились после общения с новым руководителем. То, что я уже сейчас вижу, Евгений Павлович имеет авиационное образование, закончил НАУ, имеет большой опыт руководства авиакомпаниями. Конструированием самолетом будет заниматься группа опытнейших, энергичных и при этом молодых конструкторов. Помогать им будут ветераны самолетостроения, которых у нас еще достаточно есть в государственном предприятии. Об этом тоже поговорю и все вам потом расскажу в деталях, как это все происходило. Это кратко о том, как канула в лету старая группа разрушителей авиации и авиационного самолетостроения Украины. И именно сейчас начинается новая страница, и необходимо очень энергично включиться, чтобы все возродилось. И Мрия, и аэропорт Гостомель, и вся авиационная промышленность Украины, как птица Феникс, воспрянули из пепла, а мы все вместе содействовали этому і помагали. Слава Збройним силам України, слава Україні і смерть ворогам. І обов'язково далі буде.